Люди, нет, но вы посмотрите, от этих попрошаек нигде не скрыться. Мало того, что они в городе на каждом углу шастают, так еще и до нашего поселка добрались. Безумолчно трындычила местная сплетница Любка. Она тыкала пальцем в молодую девушку возле магазина. «Чего сидишь тут? Работать иди, а ты руку протягиваешь». Начала стыдить ее Любка. «Да отстань ты от девчонки», – цыкнула на дурную бабу Ирина Петровна. «Может, у человека горе какое. Обстоятельства в жизни у всех разные. Ты сама, что ли, безгрешная?» Пожилая женщина не любила Любку и никогда не участвовала в ее повседневных обсуждениях. А иногда даже спорила с ней и вступалась за тех, кого она беспочвенно обсуждала и позорила. «Простите, я сейчас уйду. Я не для себя прошу». Девушка смущенно опустила глаза, потом быстро поднялась и пошла в другой конец улицы, который упирался в лес. Через полчаса, когда Любка ушла восвояси, девушка опять появилась у магазина. Ирина Петровна как раз вышла оттуда с покупками. Бывшая учительница вздохнула, но молча прошла мимо. Ирина Петровна никак не могла уснуть, вертелась до 2 часов ночи. Она хоть и была пожилой, но вела активный образ жизни. Занималась моржеванием, скандинавской ходьбой. Раньше женщина работала в школе, учителем физкультуры, но сейчас уже была на заслуженном отдыхе. Однако за своим здоровьем старалась следить строго. Проживала Ирина Петровна одна. Сначала не стало на белом свете ее единственной дочери, а затем и мужа. Конечно, были у пожилой женщины и другие родственники, но возраст их уже был очень почтенный, поэтому в гости на чай не заходили. Вместе они собирались только на большие праздники и юбилеи. Лежа в кровати, Ирина Петровна никак не могла понять, почему не может уснуть. За окном шел ливень. Может, причина в сильном дожде? И тут она вспомнила о девушке у магазина. Вот она, причина ее бессонницы. «Как же ты могла пройти мимо и не помочь нуждающемуся человеку?» – упрекала себя старушка. Даже не спросила и не узнала, что у нее случилось. Это все противная Любка, язык у нее без костей. Сбила меня с толку. «Ладно, пойду на кухню, заварю себе чай с травами, может, поможет», – подумала пожилая женщина. Встала с кровати, заварила чай. Ирина Петровна подошла к окну и тут же вскрикнула, испугавшись. Взяв себя в руки, она вгляделась в мокрое стекло и поняла, что прямо напротив ее окна на скамейке сидит та самая молодая девушка, вся промокшая и замерзшая. Женщина бросила все, что держала в руках, на стол, схватив зонт, и выскочила во двор. Пока бежала, думала, какое счастье, что она нашлась. Ведь совесть не дала бы ей покоя. «Ты чего тут сидишь? Дождь ведь, вон уже вся зубами стучишь», – крикнула пожилая женщина. «Вставай быстро и иди за мной. Сегодня у меня переночуешь, а завтра что-нибудь придумаем», – гневно сказала старушка. «Я не могу. Я не одна. Зачем вам эти проблемы?» И Ирина Петровна увидела на руках у девушки маленькую, промокшую кошку. Так вот для кого она просила подаяния, доброе сердечко. По телу женщины разошлось тепло и умиление. «Ну-ка быстро за мной, шагом марш», прямо как на уроке физкультуры скомандовала бывшая учительница. «И кошку свою тоже бери, в моем доме всем место найдется». Девушка молча встала и пошла за Ириной Петровной. В доме пожилая женщина взяла кошку, завернула ее в сухое полотенце, а девушку отправила в ванную, выдав ей свой халат. Потом сытно накормила обеих и отправила спать. После того, как ночные гости уснули, Ирина Петровна еще долго сидела на кухне и думала, что же у нее могло случиться такого, что девчонка оказалась ночью на улице, да еще и с кошкой на руках. Ладно, завтра спрошу, а сейчас пора отправляться в постель, а то уже скоро петухи запоют. Утром пожилая женщина согрела чайник, налила чай и, усадив гостью за стол, начала расспрашивать. «Ну, рассказывай, девочка, что же с тобой произошло? Как тебя зовут и как ты оказалась на улице?» Девушка посмотрела на старушку и начала свой рассказ. «Я Катя, кошку зовут Мурка, и мы на этом свете, похоже, никому не нужны. Мурка уже не молодая кошечка. Иногда она болеет, и кроме меня за ней ухаживать никто не будет, а она моя главная защитница. Я не могу ее бросить. Мы вчера с ней ушли из дома.
Долгое время мы жили вдвоем с мамой, но совсем недавно из мест не столь отдаленных вернулся отчим, и жизнь стала просто невыносимой. Мурку мы с мамой подобрали на улице, котенком, когда отчим еще сидел. После его возвращения, кошка сразу его не взлюбила, и он ее тоже. Он стал пинать Мурку и требовать, чтобы мы ее выбросили из дома. Он как пришел, так они с мамой каждый день стали устраивать застолья. Раньше мама как-то держалась, редко себе что-то позволяла, но как Николай вернулся, так и понеслось. И это еще не самое страшное. После того, как мне исполнилось 18, он стал ко мне приставать. То в углу меня зажмет, то в ванной подкараулит и начинает руки распускать. Спасибо вон Мурке, она всегда появлялась в нужный момент и начинала мяукать, чтобы отчим переключился на нее. А вчера он вошел в комнату и стал с порога открытым текстом говорить, что он меня хочет и в каких позах, а я ведь Ирина Петровна еще невинна. Пока он барахтался рядом со мной, я пыталась от него отбиться. Мурка разогналась и прямо с порога вцепилась ему зубами в ногу, да так, что он взвыл, как раненый зверь. Я в это время успела схватить со стола металлический подсвечник и огрела его по голове. Взяла Мурку и убежала. Может, я его убила, или череп проломила. Испуганно посмотрела на старушку Катя. Да нет, на днях в нашем поселке убийств не было, это точно. Иначе бы Любка уже раструбила на всю округу эту новость. А ты маме о своей беде рассказывала? Говорила, да только она не верит. Все толдычит, что Николай хороший, просто жизнь у него сложилась неудачно. Еще говорит, что любит его. Тихо ответила Катя. А еще они все время пьют, возвращаться обратно боюсь. Он мне точно этого не простит, а кошку так вообще прибьет. Договорив, девушка заплакала. Ирина Петровна молчала. Такого она совсем не ожидала. Тебе учиться надо, девочка, а то как же без профессии. Так я хотела в город поехать, но только разве с такой семьей это возможно? Да уж дела. Ладно, ты поживи пока он меня, а я подумаю, чем тебе можно помочь. Живу я одна, нет уже на свете ни доченьки моей, ни мужа. С вами будет не так грустно, а еще будет лучше, если ты будешь учиться в городе. А мы будем ждать тебя здесь, дома на выходные. Катя подняла заплаканные глаза и прошептала. Вы не шутите? Нам правда можно остаться у вас? Конечно, не шучу, с улыбкой ответила Ирина Петровна. Схожу только к твоей матери, предупрежу, что вы у меня. Хотя чует мое сердце, что ее это не сильно заботит, иначе бы она уже хватилась пропажи. После этих слов Катя первый раз улыбнулась. Так и получилось, девушка стала жить у пожилой учительницы. На неделе училась в городе, а на выходные приезжала домой. Как-то в один из субботних дней, на утреннем рейсом, Катя вернулась в поселок. В доме никого не было. Наверное, Ирина Петровна опять со своими скандинавскими палками где-то ходит, и Катя решила пойти ей навстречу. Пожилая женщина любила гулять в небольшом лесочке на краю поселка. Еще издалека Катя заметила, что Мурка бежала ей навстречу. Хвост трубой и истошно орала, как сирена скорой помощи. Девушка сразу почувствовала неладное. Она поспешила за кошкой, та явно ее куда-то вела. И действительно, в лесочке под деревом сидела Ирина Петровна. «Катюша, что-то сердце колотится, так, что кажется сейчас выпрыгнет из груди». Катя быстро вытащила из сумки телефон и стала звонить в скорую помощь. «Катя, да скоро еще 100 лет ехать будет, позвони лучше доктору нашему, Алексею Васильевичу. Тут до фельдшерского пункта недалеко, он быстрее, чем скорая доберется». «Ну вот теперь вы меня с Муркой спасли», – шутила Ирина Петровна. Девушка даже не подозревала, что старая учительница уже составила на нее завещание. Старушка полюбила Катю, и она не могла позволить, чтобы после того, как ее не станет, они снова оказались на улице. Вот такая удивительная история. А вам, дорогие зрители, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.